Всем привет! Сегодня у нас абсолютный релакс. Мы будем слушать звуки природы, любоваться вот этими красавцами. Будет сплошная мимишность. Я разбирал весенние и летние съемки, которые не вошли в какие-то мои ролики. Часть кадров была использована, часть нет. Часть была сокращена, здесь я их дам полностью. Итак, вот эти красавцы. Вот эти красавцы. За ними будут наблюдать котики. Это все происходило в июне, в середине июня. Вот, Арчи с Анфисой на террасе. Птенцам было в то время около месяца, месяц с небольшим. И родители привели их на лужайку пощипать траву. В последнее время у меня добавилось много подписчиков, которые пришли по шортсам. И я немного расскажу о лебедях поподробнее. Мои зрители-подписчики постоянные уже это знают, но кому-то, может быть, будет интересно. Итак, папа с мамой привели птенцов на лужайку. Звук на фоне натуральный, действительно поют птички. Вот. Там у них проход специально для них был сделан, чтобы выходили на лужайку и щипали траву. Лебеди, они травоядные, они рыбу не едят. И вот такая веселая семейка пошла заправляться. Это те самые 3 птенца, которых вы видите сейчас в шортсах, в роликах про лебедей. Они уже размером почти с родителей, а может и побольше будут. А пока они еще пушистики. У них пух, перо еще не появилось. А вот это гнездо. Папа с мамой на гнезде. Они сами его построили, воспользовались тем, что тростник полег. И где находится это гнездо? Вот сейчас я вам покажу. Вот, поворачиваем камеру. И вот наш пирс. Вот. Кошечка на пирсе. То есть мы наблюдали за всем, за процессом строительства, за тем, как появлялись яйца в гнезде, считали эти яйца. За тем, как вылуплялись птенцы один за другим. И вот 3 пушистика. Было, конечно, очень волнительное время. Мы переживали за них. В таком возрасте они легкая добыча для щук, для хищных птиц. Но родители опытные, мама опытная. И они, в общем-то, их защитили. Вот сейчас они выглядят вот так. Ну, вы эти кадры по последним моим роликам наверняка помните. Вот видите, они уже размером с родителей. Они уже летают хорошо. Вот. А тогда, в июне, все это было вот такое смешное. Они все повторяют за родителями. Вот, все, что основная еда, которую они находят, они ее находят или в воде, это водоросли, это ряска, или они ее находят на берегу, трава, листва. Им очень нравится клевер, у нас на участке довольно много клевера. Вот родители их водят, показывают, что есть, как щипать, а эти все повторяют. И сейчас состоится подъем к нам на террасу.
Был один шортс, и люди говорят, ну почему вы их из дома прогоняете? Вот. Ну, дело в том, что им вот этот подъем высокий для их лап, он не очень полезен. Вот. Лебедь, он хорошо плавает. То есть вот ласты эти хороши для плавания в воде. Он более-менее как-то может ходить, ну, неуклюже. Как-то неуклюже передвигаться по ровной поверхности. Но подниматься вверх, в гору, им вообще не полезно. Масса тела большая, большая нагрузка на суставы. Все, пришли, да? Пришли. Вот они поднялись. Малышню привели. Да. Что, ритуальное питье из Вилечкиного таза? Какой ты здоровый гусь, а? На канале есть пара видео интересных. Сначала кот Вилли не пускал их, он сел у того прохода из тростника на берег и не выпускал их на берег. А они потом отомстили. Они поднялись и стали пить из его таза. Все, в общем, то есть у них было такое некоторое противостояние, но с котом Вилли они нормально ужились. Вы увидите еще и котика, и их в этом ролике. Ну, смотрите, вот они поднялись, тут им делать абсолютно нечего. Есть им тут нечего. Кормить их вдалеке от воды вообще не надо. У них длинная шея. Вот представьте, длинная тонкая шея. Соответственно, пища, она проталкивается за счет воды. То есть у них естественное питание это в воде. Они едят вместе с водой. И что-то сухое, давайте там какой-то хлеб, тем более черствый хлеб на суше, вдалеке от воды, ну это просто с большой риск, что он не сможет его проглотить нормально. И вот что им здесь делать на плитке? Ир, они похожи за тобой, я их не интересую. Они несколько раз заходили в дом, но это вообще им не нужно было. Ну, они сейчас, мне кажется, уже домой заходить будут. Я их не собираюсь заводить домой. Они сами. Они у нас деловые. Там внизу горошки есть? Да. Где? И вот сейчас будет ситуация, они... вот кота Вилли пугнули. Естественно, они, по идее, должны пойти по этой тропинке. То есть с террасы есть вот тропинка, по которой вот папа сейчас правильно пойдет по этой Ладно, пошли, шипишь тут. тропинке. Он молодец. Да. Он по траве ему удобней. Давайте, идите к воде. А вот мама с птенцами немножко перепутала дорогу. Сейчас увидим. А там же есть банки, да? Иди, давай, иди. Сюда вам нельзя. Сюда давайте, эй. Вот, вместо того, чтобы пойти по тропинке, она вот по террасам лапа этого зацепила, он вниз свалился. Так она их сбрасывает с этого. Великолепно. Этот сам спрыгнул. Забор обязательно, все, хватит этого. Они еще прыгать будут с этим. И ты будешь прыгать, да? Гениально, гениально. Ну вот, лишнее волнение. Им, конечно, ничего не сделалось, но все равно эти прыжки лишние. По дорожке ходить мы не умеем, у нас не хватает вот. Ну и ну. Взять и начать прыгать сверху, это просто обалдеть. Мы едим с ними, отводим их к воде, в воде дадим некоторые угощения. В принципе, у них еды сейчас навалом. Иди вперед. Они вообще нуждаются вот по-настоящему в подкормке только зимой. Их провожать надо. У них вот сейчас летом у них очень много пищи.
И в заповеднике на болоте, и на суше просто трава, и в озере водоросли. Ну зачем ты сюда идешь? И там в обход иди. Иди в обход. Да. К нам они ходят так, попастись и за десертом. За сухим кормом, который им нравится. Вроде все целые. Прыгуны. И скакуны. Мы очень переживали. Вот этот возраст, конечно, самый опасный для них. Вот. Но где-то к 3-му месяцу они уже подрастают и уже становятся слишком большие для вот естественных рогов. Ух ты, как быстро он. Отношение людей тут нормальное. Здесь охоты на лебедей нету, разумеется. Так, чтобы их кто-то обижал, но они живут давно среди людей, и как-то вот такое тут не принято. Не принято обижать их. Ну вот они, получили свои горошки. Быстро подрастают, очень быстро. Казалось бы, совсем недавно были вот такие пушистики, а сейчас уже вот кадры, когда они учатся летать. На канале есть видео, как они учились летать. Они очень быстро научились. Это для них естественно. А такой летний ностальгический ролик. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления. На канале выходят регулярно новые видео. Если включите уведомления, будете в курсе, не будете пропускать. А мы продолжим наблюдать. Сейчас наступает для них более трудное время, зима. Они не улетают. Но ничего, прорвемся и через зиму. Пока-пока.